Это умное и сильное животное. Конечно, медведь мы рассмотрим один вид. Виды бурых медведей распространены в евразийских и североамериканских лесах. Зоологи называют подтипы географическими расами, поскольку характеристики зверей зависят от места обитания. В средней полосе России, к примеру, косолапые весят 120 килограммов, а в длину редко превышают 2 метра. На Дальнем Востоке бурые медведи вытягиваются на 3 метра, могут набрать 450-килограммовую массу. Есть и более дробные деления подвидов. На Дальнем Востоке есть амурский бурый медведь, иначе называется уссурийским или черным гризли. Темная шерсть – не единственное отличие зверя от прочих косолапых. У амурского медведя удлиненные носовые кости и сам череп вытянут, имеет уплощенный профиль. В пасти – крупные зубы, они напоминают собачьи. Поэтому местное население называет косолапых собачьими медведями. Хоть вид и назван уссурийским, обитает не только близ города Уссурийска и в Уссурийской тайге. Амурские медведи встречаются на юге Курил, Сахалине. Особи подвида редко бывают тяжелее 250 килограммов. Камчатский бурый медведь обогащает семейство медведей мощью. Достоверно зафиксирована особь весом 600 килограммов. Средняя масса самца 350-450 кг. На вес и размер влияет кормовая база. Ее основа – питательное жирное мясо лососевых и других проходных рыб. Их косолапые ловят в реках и у побережья Камчатки. Гигантизм представителей камчатского подвида обусловлен также мягким климатом региона. В нем у медведей развивается мощный, широкий череп с коротким носом и выраженным взъемом лба над ним. Окрашена морда, как и все тело, в буро-черный или палево-желтый. Кроме полуострова Камчатка, представители подвида встречаются на острове Карагинский и в лесах Корякского автономного округа. Кроме камчатского и амурского подвидов в России обитают восточно-сибирский подвид, похож на уменьшенную копию камчатского медведя. Еще у восточно-сибирских особей шерсть сильнее блестит и более длинная. Окраска косолапых коричневая с затемнением на лапах. У восточно-сибирского медведя длинные, загнутые когти. Они вытягиваются на 8,5 см. Камчатские и амурские виды медведей не пересекаются ареалом обитания с восточно-сибирским. Он водится от Енисея до Забайкалья, в Якутии, бассейнах Колымы и Лены, на границе с восточным Казахстаном. Кавказский бурый медведь делится на вторые формы, большую и малую. Длина тела представителей последней не превышает 140 см. Весит малый кавказский медведь около 60 килограммов. Большие особи вытягиваются на 2 метра, набирая массу 120-240 кг. Кавказские виды бурых медведей редко встречаются вместе. Большие особи предпочитают густые, низинные леса. Малые же косолапые забираются в горные редколесья. Отличаются животные и нравом. Большой кавказский медведь миролюбивее. Зато совпадает направленность видов за границы России. В пределах Федерации косолапые встречаются только на Кавказе. За границей же популяции есть в Иране, Турции, Грузии и Азербайджане. Внешне оба кавказских медведя близки к вымирающему сирийскому. Он отличается грязно-желтым мехом. Встретить особи вида можно исключительно в зоопарках. В дикой природе вид считается условно вымершим. Официально статус не присвоен, поскольку остаются надежды найти медведей за пределами Сирии и Ливана, к примеру, в Турции. Евразийский бурый медведь включен в виды медведей России, как крупный, с вогнутым лицевым диском крупной головой, посаженный на мускулистую шею. На холке виден отчетливый горб. Молоть вида отличается выраженным белым воротом. У взрослых медведей он исчезает. Шерсть возмужавших косолапых равномерно окрашена в серо-бурый или коричнево-черные тона. Фрагментарно евразийских особей можно встретить от гор Урала до бассейна Енисея. Основная популяция проживает на севере европейской части России. Кроме российских подвидов бурого медведя, есть зарубежные, к ним относятся североамериканский гризли. Среди бурых это самый большой вид медведя. Некоторые особи больше 3 метров в длину и весят 800 килограммов. Еще косолапые виды агрессивные. В желудках убитых хищников находили человеческие останки. Шерсть гризли на спине и лопатках скорее серая, нежели бурая. Еще представителей отличают 15-сантиметровые когти, миниатюрные и закругленные уши. Последние, как и у белых медведей, сохраняют тепло тела, поскольку живут гризли в суровых условиях севера США, Канады.